Всем привет! У нас прогноз на вторую половину августа для знака зодиака Телец. Мы посмотрим сферу работы, карьеры, бизнеса, финансов, любви, отношений. Также получим советы или предупреждения от Таро. Ну, сюрприз, неожиданность от Ленорман. Тельцы, вторая половина августа. Что вас ждет с 15 по 31 августа? Последние 2 недели лета. Что у вас будет происходить в начале этих 15 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в любви, в отношениях для тех, кто состоит в отношениях или в браке? И для тех, кто в поиске любви, ваши перспективы. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость, что ждет вас. И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что у вас будет происходить в конце августа? Так, совет или предупреждение от Таро. На дне колоды Маг. Очень похожи карты на, по-моему, Дев. Да, но вы же одной стихии. Я смотрю, у меня... Сейчас, минуточку. Чуть поправлю, а то у меня что-то все криво. Ага, вот так. Так, смотрите, у вас в конце этих 15 дней дорога победителя. Но для того, чтобы вы этой победы добились, вам нужно проявлять очень большую активность, коммуникабельность, разговаривать, договариваться, реализовывать то, что вы задумали. Маг, у него есть все стихии, у него есть все возможности для того, чтобы добиться успеха. Тут самое главное не бояться и решиться на какие-то перемены. Это может касаться и отношений, и работы, бизнеса или каких-то ваших планов. Да, вот получить желаемое исполнение. Но для этого вам нужно будет здесь попотеть, да. Тогда есть шанс добиться того, что вы хотите. По тузу мечей вам нужно будет внести ясность в какой-то вопрос, может быть, составить с кем-то разговор вот по магу, то есть проявить свою коммуникабельность, что-то решить. Ну, тузы у нас всегда это шансы и это начало. Так, сюрприз, неожиданность, Тельцы, вторая половина августа. Сюрприз или неожиданность? Да, какое-то новое начало, смотрите. Тут вот по медведю, или это решение финансовых вопросов, карта может показывать вас. Но еще медведь — это когда мы собираем вот все свои ресурсы в кулак, да, и реализуем то, что мы планировали. Да, здесь может быть связано это с новыми начинаниями. Также это может быть связано с какой-то поездкой. Для кого-то здесь может быть неожиданное решение, может быть вопросы по поводу вашего ребенка. У нас сейчас 1 сентября. Ну или вот на дне колоды дом, может быть что-то связано с вашим домом. Здесь может быть у кого-то получение наследства. То есть вот здесь медведь иногда показывает, как я сказала, улучшение финансового благосостояния, то есть новости какие-то придут, и вы сможете что-то начать. Ну, девятка пентаклей может говорить о сборе урожая. То есть это карта, когда мы над чем-то трудились, довели это до конца и получили свою прибыль. Также здесь может быть решение вопросов с недвижимостью, ввод в наследство, может быть получение прибыли от вашего бизнеса или получение хорошей должности, когда мы работаем над своим карьерным ростом. Но с работой здесь как-то не очень.
Ну, карта несет успех именно в финансовом деле. Также может быть здесь помощь от кого-то. Но все-таки я думаю, что это ваши труды. Вы получили то, куда вкладывали свои ресурсы. Так, хорошо, давайте тогда посмотрим для тех, кто в отношениях или в браке. Король мечей может для женщин показывать вашего возлюбленного, супруга. Это может быть представитель воздушной стихии, близнецы, весы, водолей. Или, может быть, ваш мужчина занимает какой-то пост, может быть, носит форму, оружие, ну, может быть, он военный, полицейский, там, пожарный, может быть, он преподаватель или юрист, адвокат, судья. Может быть, мужчина получает какую-то хорошую должность и занимает очень хорошее положение. Может быть, вот медведь это показывает ресурсного мужчину. Это улучшение вашего финансового состояния. Но также это может быть какой-то специалист, который вам нужен будет. У кого-то, может быть, это юрист, может быть, вот решение вопросов с наследством, или, может быть, вы здесь что-то продаете, покупаете, нужно будет оформить. Также это может быть, конечно, и развод, потому что какое-то решение вы здесь примете. Кто-то может принять решение вступать в брак, то есть внести ясность в какой-то вопрос. А может быть, кто-то тут принимает решение подать на развод. Потому что с деньгами у нас тут тоже рыцарь мечей. Это может быть скандал и дележка имущества, но такое конфликтное. Ну, давайте мы уточним. Так. Паш еще мечей. Да, у нас вот паш, рыцарь и король. Да, здесь может быть, конечно, мужчина принимает решение по поводу, может быть, ребенка. Может быть, вы куда-то его оформляете или куда-то отправляете. Но еще здесь может быть, конечно, недопонимание, конфликт и разбирательство. Вот я говорю, что-то может быть связано по поводу финансов. Башня. Тут, знаете, еще для мужчин, конечно, карта может показывать, что вот мужчина ведет себя как паж, незрело. Какие-то, может быть, придирки или незрелость, вот незрелость мужа. Как бы вам карта говорит, уже нужно становиться королем, брать ответственность, не перекладывать какие-то свои дела на других, может быть, там на супругу. Из-за этого, может быть, в отношениях недопонимание, но башня может говорить о том, что вы подаете на развод. Потому что по пажу мечей вы просто не нашли взаимопонимания. Слишком много придирок друг к другу, слишком много критики, недоверия, может быть, даже слежка друг за другом приводит к тому, что вы просто решаете расстаться. Но у кого-то здесь именно смена места жительства. Или здесь был конфликт из-за наследства или дележки имущества. Может быть, вы там разъезжали с родителями, с бабушками, дедушками. Или не могли никак вестись в наследство, искали информацию, но специалист вам поможет наконец-то этот вопрос решить. Может быть, вы это продадите и получите свою прибыль. То есть, как бы карта говорит, или вы находите хорошего специалиста, который наконец-то этот вопрос решает. Да, вот обрести свою империю. Но у кого-то здесь, я говорю, может быть, вот подписание документов. Это может быть договор купли-продажи, но при помощи какого-то знающего человека. Потому что если смотреть в предупреждении, ведь туз мечей у нас это ясность. А, скорее всего, вы этот вопрос решить не смогли. Поэтому и обратитесь к кому-то. Смотрите, если у вас все в порядке в отношениях и в браке, здесь вы решаете вопрос, вот я уже сказала, недвижимость, наследство, разъезд, переезд, с кем-то разъезжаетесь, может быть, не смогли спокойно разменять там или продать, купить что-то. То есть вопрос вы здесь этот решаете. Хорошо, для тех, кто в поиске любви, старший аркан Мир говорит о том, что ваша жизнь меняется.
Ну, для женщин здесь на пороге медведь. Это очень ресурсный мужчина, крепкий, может быть, рослый, может быть, какая-то растительность на лице. Это начало новых отношений. Здесь может быть знакомство через интернет, может быть, в какой-то поездке, может быть, вы куда-то за границу поедете. Ну, это не обязательно. Просто мир говорит, что заканчивается этап одиночества, начинается этап уже с партнером. Ну, давайте одну карту вам. Тут вот девятка, может быть, даже это произойдет в начале этих 15 дней. Девятка пентаклей говорит, что вы на пороге нового чувства, новой любви. Ну, давайте мы мир уточним. Может быть, у вас была потеря партнера или развод болезненный, и вы еще его переживаете. У кого-то, может быть, человека не стало. Ну, карта говорит, что этот период уходит. Да, может быть, вот период отшельничества у вас затянулся. Здесь тогда в совет по тузу мечей, это новое начало, это новая любовь, но вы на эти отношения должны решиться. Тогда вы выйдете из состояния одиночества. Да, может быть, по пятерке есть разочарование в противоположном поле, если это был разрыв, там, развод. Может быть, еще карта говорит, что учтите свои старые ошибки, промахи, может быть, в тех прошлых отношениях. Но сейчас вас ждет любовь, да, смена статуса. По миру даже, это все-таки старший аркан. Он может говорить, что вы почувствуете, что встретили свою вторую половинку. Но вот шестерка жезлов может говорить, это одержать победу в конце августа над самим собой, то есть решиться на новые отношения. Здесь в этих отношениях мужчина будет очень активен. Ну, магу противостоять очень сложно. Девятка кубков. Вы будете очень хорошо проводить время. Ну, это я уже по девятке пентаклей сказала. Это когда нам не хочется расставаться даже ни на минуту. Но вы для этого должны выйти из отшельника, в котором, скорее всего, вы уже задержались. Причем вот мужчина войдет в вашу жизнь, но еще это повышение вашего финансового статуса. То есть вы решите все свои финансовые вопросы. Да, вы знаете, я здесь еще не сказала, вот маг и вот эти карты, здесь у кого-то может быть улучшение здоровья. Для тех, кто в отношениях или в браке, если вы долго не могли родить, например, может быть, были срывы. Здесь карта говорит, ищите хорошего врача, скорее всего, это мужчина. Здесь может быть известие о зачатии, о беременности. Башня может говорить, что это произойдет для вас неожиданно. То есть вот маг – это специалист высокого уровня. Может быть, здесь еще в предупреждении карта говорит, может быть, нужно будет решиться на операцию. Но операция какая может быть? Может быть, ЭКО. И вы наконец-то одержите победу в том вопросе, вот, может быть, по поводу зачатия для кого-то. Я говорю, медведь еще это наше здоровье, это наши ресурсы. И еще это карта материнства. Хорошо, работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость, четверка кубков, здесь какое-то разочарование. То ли вы разочаровались в вашей работе, то ли вы не получили тот результат, на который рассчитывали. Ну, еще это предупреждение, конечно, это сидеть в старых программах. Вот маг, проявлять активность, начинать что-то новое. А это сидеть в болоте у разбитого корыта. И нежелание что-либо менять. Как бы мне ничего уже не нравится, меня ничего не устраивает. Но и менять как-то что-то мне все страшно. Но вот этот кубок, который здесь предлагает вам Вселенная в эти 15 дней, это может быть предложение о новой работе, о новой должности. Может быть, это какой-то новый заказ, если вы на себя работаете. Какой-то новый проект, к которому вы можете присоединиться. Тут самое главное, карта говорит, вы должны будете на это решиться. Еще, конечно, это избирательность. Абы что мне не предлагайте, мне нужно что-то очень хорошее, чтобы я сразу заработал или заработала. Может быть, какие-то ваши планы не реализовались или были какие-то неудачи. Но сейчас вам вот как бы карта советует становиться магом, вершителем своей работы, своего бизнеса, своей карьеры. Давайте вам совет посмотрим.
То есть вот как бы в предупреждении туз мечей говорит, это неспособность найти вот решение той проблемы, которая вас здесь так расстраивает. Так, совет для тех, кто работает. Вкладываться надо, вкладываться в бизнес, но еще учиться. Для того, чтобы двигаться дальше по карьерной лестнице, надо получать новые знания. Но еще вот Вселенная вам, то есть карты вам говорят, что вот в эти 15 дней вам поступит какое-то предложение или, может быть, даже помощь от кого-то. Для того, чтобы, может быть, начать какой-то новый проект, бизнес. Но вам нужно будет на это решиться, чтобы выйти вот из этого состояния неудовлетворения. Ну или карта говорит, для того, чтобы вы смогли дальше развиваться, учитесь. Маг — это тоже карта. Говорит о том, что учиться нужно всегда, всю жизнь. Не останавливаться. Становиться профессионалом, получать новые знания для того, чтобы реализовывать какие-то свои новые проекты, задумки, показывать свои таланты, мастерство. То есть здесь может поступить предложение или вам помочь, чтобы вы начали что-то, или для того, чтобы двигаться дальше. Может быть, предложение новой работы или какого-то сотрудничества. Или предложение куда-то вложиться. Ну, рассмотрите. Вот здесь реально вы можете повысить свой финансовый уровень. Тут вот зарождение какого-то нового проекта. Для тех, кто в поиске работы, да, вот стоять и ждать какого-то, может быть, приглашения. Может быть, вы подали куда-то резюме, или кто-то вам, может быть, пообещал. Или кто-то стоит, вообще думает, здесь остаться, или, может быть, вот земной шар, да, куда-то уехать. Но, скорее всего, вы еще здесь не решили, что вы хотите. Здесь еще, может быть, искать на кого-то работу, или, может быть, самому что-то начинать. Ну, давайте мы вам совет посмотрим. Если начинать у вас получится, начинайте. Императрица, сажайте то зерно, вот ту идею, которую вы долго вынашивали, может быть, были ей беременны. Вот сейчас вы можете это воплотить в жизнь. И вас ждет успех. Но для этого вам нужно будет проявлять активность. Да, одно и то же. Говорю для всех. Ну, давайте совет вам посмотрим. Верховная жрица. Это вот сидеть и что-то ждать. Решение какого-то вопроса. Тут, конечно, еще карта говорит, вы можете найти выход из этой ситуации, если у вас тут раздрай, да, свое начинать, или на кого-то уезжать, или оставаться. Здесь карта говорит, слушайте свою интуицию, что вам внутренний голос подсказывает. Может быть, кто-то здесь хочет начать заниматься какими-то духовными практиками, или вот также картами Таро, рунами, но вас что-то останавливает, вы колеблетесь. Ну, смотрите, у нас маг и верховная жрица. Если вы чувствуете, что да, это то, чем вы хотите заниматься, то карта говорит, начинайте, хватит колебаться. Но получайте, наверное, еще новые знания. Вы для этого должны просто решиться. Хорошо, финансы. Здесь финансы, может быть, траты на какую-то неожиданную дорогу. Может быть, вам придется уехать в командировку. Или кто-то, может быть, здесь будет переезжать. У кого-то здесь будут, конечно, ссоры, конфликты по поводу денег. Но тут такое будет очень агрессивное выяснение отношений. Вот карта говорит, все-таки постарайтесь договориться. Придите уже к общему знаменателю и уже решите этот вопрос. Но также это начало, может, какого-то дела. Это когда у нас бизнес или какой-то проект начинает очень бурно развиваться. Это желание добиться, отсечь претендентов или соперников, да, или конкурентов, завоевать какие-то новые территории. Но еще это обучение, это знание. Также здесь может быть резкий уход с одной работы. Может быть, для того, чтобы вот вам поступает предложение, вы его рассматриваете, потому что вы недовольны той работой, где вы находитесь. Или, может быть, это ваш собственный бизнес, который вам уже не приносит ни удовлетворения, ни финансового достатка. Может быть, здесь новое начало, новая какая-то работа, должность, деятельность. Ну и в конце августа вы одерживаете победу. Шестерка — это карта успеха, это социального признания, это наплыв клиентов, заказов.
То есть вас здесь заметили, вас оценили. Также это победа может быть над соперниками, конкурентами, завистниками. Кто-то одержит победу, например, над здоровьем. Кто-то одержит победу в суде, если у вас были какие-то судебные дела. Кому-то нужно победить себя, чтобы решиться на новую любовь. Кто-то отправится в какую-то дорогу. Может быть, вот реально две карты говорят о поездке. Может быть, это с целью заработка или какая-то командировка. Или, может быть, это дорога по работе для того, чтобы, может быть, заключить какой-то крупный договор, проект. Или одержать победу, например, в каких-то переговорах и получить хороший заказ. Хорошо, давайте еще получим для вас совет от оракула Королевы Луны. Тельцы, вторая половина августа. Тридцать седьмая карта – это осуществление. Здесь у нас фрукты, то есть эта карта говорит о сборе урожая. Весной мы закладываем этот урожай, все лето мы над ним трудимся, а осенью мы этот урожай получаем. Ну, у нас как раз сейчас конец августа, начало сентября. То есть для вас наступило время сбора урожая. Начинает воплощаться в жизнь все ваши задумки, намерения, то, куда вы вкладывались. Вот как раз вот с шестерками. Эта карта говорит, что человек над чем-то очень долго, усердно трудился, вкладывал свои ресурсы, то есть вот выращивал этот урожай, и вот в конце августа вы этот урожай получаете. Поэтому будьте к этому готовы. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание, за лайки, за комментарии. Всего хорошего.